Представьте, что вы проектируете линейный усилительный каскад и ищете для него транзистор. Открываете даташит, а там страниц много, графиков еще больше, коэффициент усиления потоку, граничная частота, какие-то емкости. А задача у вас простая – понять, потянет ли этот маленький каскад нужный сигнал или нет. Сейчас, буквально за несколько минут, мы разберемся с одной полезной моделью. Это малосигнальная P-модель биполярного транзистора. В учебниках ее часто называют P-образной моделью, но дальше я буду говорить просто P-модель. И вы увидите, как с ее помощью можно прикидывать усиление, входное сопротивление и даже полосу частот буквально на салфетке. В таком виде эта P-модель оформилась в конце 60-х, когда инженер Элджен Джиаколетто предложил ее как малосигнальную модель транзистора. Поэтому в англоязычной литературе ее до сих пор называют моделью Джиаколетто. Первое, что мы делаем, когда начинаем проектировать линейный каскад, задаем рабочую точку транзистора. Мы выбираем ток коллектора и напряжение на электродах так, чтобы рабочая точка транзистора располагалась в линейной области. А потом поверх этой точки накладывается небольшой входной сигнал. И вот именно эти маленькие изменения вокруг выбранной нами рабочей точки удобно описывать с помощью малосигнальной P-модели. Она заменяет все, что происходит внутри транзистора, простой линейной цепью. Внутри модели есть три главных компонента. Первый – входное сопротивление между базой и эмиттером. Второй – управляемый источник тока между коллектором и эмиттером. Он показывает, насколько сильно маленькое изменение напряжения база-эмиттер влияет на ток коллектора. И третий – сопротивление между коллектором и эмиттером, которое учитывает эффект Эрли, тот самый легкий наклон коллекторных характеристик вместо идеальной горизонтали. Самое важное здесь – так называемая крутизна. Это число показывает, насколько сильно изменится ток коллектора, если вы поменяете напряжение между базой и эмиттером. В инженерной практике есть очень простое правило. При комнатной температуре крутизну можно оценить как 40 умножить на ток коллектора в миллиамперах. Второй важный параметр – входное динамическое сопротивление между базой и эмиттером. Его удобно связывать с привычным коэффициентом бета, то есть коэффициентом передачи по току. Чем больше бета и чем меньше ток, тем выше входное сопротивление. При токе 1 мА и бета около 100 это сопротивление получается порядка 2,5 кОм. И вот это уже практическая цифра. Именно это сопротивление нагружает ваш источник сигнала. Давайте сразу применим это к конкретной схеме. Представьте усилитель с общим эмиттером. Коллекторный резистор 3,3 кОма. Эмиттер по переменному току зашунтирован конденсатором. База смещается делителем так, чтобы ток коллектора был примерно миллиампер. С точки зрения малосигнальной модели все упирается в два числа – крутизну и сопротивление в коллекторной цепи. Для такого каскада усиление по напряжению можно грубо оценить как минус крутизна, умноженное на сопротивление коллекторного резистора. Знак минус показывает инверсию фазы, а по модулю мы получаем порядок усиления. Берем наш 1 миллиампер, вспоминаем правило 40 умножить на ток в миллиамперах и получаем крутизну около 40 миллиампер на вольт. Умножаем на 3,3 кОм и выходим примерно на усиление около 130 раз по напряжению. То есть 10 милливольт на входе превращаются в районе 1,3 вольта на выходе. Мы сейчас игнорируем нагрузку и тонкости, но порядок величины уже понятен. И для этого не пришлось ни запускать симулятор, ни долго возиться с формулами. Теперь посмотрим на вход. Входное сопротивление в нашем примере около 2,5 кОм. Если источник сигнала имеет значимое внутреннее сопротивление и подключен через конденсатор прямо к базе, по переменному току мы получаем обычный делитель напряжения. Часть сигнала теряется на источнике, часть доходит до базы. Уже на этом этапе можно оценить, какую часть амплитуды входного сигнала мы потеряем. Откуда вообще брать эти параметры в реальном проекте? Во-первых, ток коллектора вы задаете сами схемой смещения. Как только вы выбрали ток покоя коллектора, вы сразу получаете оценку крутизны по нашему простому правилу. Во-вторых, коэффициент усиления по току бета берется из даташита. Там почти всегда есть график зависимости HFE от тока коллектора. Находите на нем свой ток, смотрите, какая там бета, и дальше уже легко прикинуть входное сопротивление. И, наконец, все это можно проверить на симуляторе. В том же LT-Spice или MicroCap
этап вы собираете схему смещения, запускаете анализ рабочей точки и смотрите, какие значения крутизны и входного сопротивления показывает программа. По сути, симулятор сам строит для вас ту самую Pi-модель, только внутри себя. Все, о чем мы говорили до этого момента, относится к низким частотам, где емкостями можно пренебречь. Но та же самая Pi-модель безболезненно расширяется и на верхние частоты. К ней просто добавляют две емкости. Одну между базой и эмиттером, другую между базой и коллектором. В результате одна и та же компактная модель объясняет, почему на больших токах транзистор становится быстрее, но входное сопротивление падает, а на маленьких токах, наоборот, все медленнее, зато нагружать предыдущий каскад проще. Про миллеровскую емкость, каскод и шум той же Pi-модели можно поговорить отдельно. Главное сейчас увидеть, что эта модель не про учебник, а про практику. Она позволяет одним взглядом на схему и парой устных прикидок понять, что вообще происходит с усилением и сопротивлениями. Это был небольшой эксперимент по формату. Если эта тема вам интересна, мы можем продолжить и поговорить про другие свойства этой модели, перейти к T-модели или рассмотреть транзистор как систему с 4 полюсами с практической инженерной точки зрения, а также затронуть тепловые модели и другие аспекты математического моделирования прикладных задач. Это была библиотека инженера. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если этот выпуск наберет хороший отклик, мы продолжим серию. Всем пока!